Всем привет! Сегодня я отвечу на популярные вопросы, которые задают родители аутичных детей на консультациях. Вопрос первый про школу. Мой ребенок учится по общеобразовательной программе, но я чувствую, что он не усваивает текущие навыки. Он отстает от всего класса. Я уверена, что он не понимает, о чем идет речь на уроках. Приведу пример. Ко мне на прошлой неделе обратилась семья, где девочка 12 лет ходит в обычную школу. На уроках математики они изучают дроби. Мама абсолютно убеждена, что ребенок не понимает, что такое дроби. Она провела эксперимент и дома определила текущий уровень знаний ребенка. Если на этой неделе посадили 5 яблонь, а на следующей 8, сколько всего яблонь посадили за 2 недели? Этот уровень задач ребенок решает. При осмотре выясняется, что девочка с трудом понимает обращенные просьбы. Ей нужны подсказки родителя для того, чтобы выполнить мои просьбы. Детализация, уточнение. Девочка с трудом формулирует свои просьбы. Речь очень упрощена. Девочка пользуется одним-двумя словами. Подчас она использует слова в отрыве от реальности. Они не соответствуют ни вопросам, ни текущему разговору. Навыки самообслуживания очень упрощены. Девочка не умеет за собой ухаживать, расчесываться, принимать душ, менять одежду, готовить себе бутерброд, готовить себе чай, наливать воду. Ничего этого она не умеет пока что. Что я рекомендую в данной ситуации, когда вы видите значительный отрыв между якобы преподаваемыми знаниями в школе и реальными знаниями ребенка? Отступлю на шаг и уточню, что такая ситуация происходит. Учителя из последних сил для чего-то тащат ребенка под общеобразовательную программу. Иногда они пишут его рукой, то есть ребенок вообще не очень понимает, что происходит. В итоге, когда такой ребенок получит аттестат, куда он с этим аттестатом пойдет? Большой вопрос. Поэтому наша задача оценить реальный уровень ребенка, его актуальные потребности. Например, в случае с этой девочкой это развить навыки самообслуживания, развить речевые навыки, развить навыки коммуникации со сверстниками, со взрослыми людьми, потому что у нее они проседают. А также развить навыки понимания речи, когда вы говорите человеку что-то, и он вас понимает. Например, «принеси мамино полотенце». И ребенок понимает, о чем идет речь, идет и это делает. Или «заправь, пожалуйста, свою кровать». И ребенок также понимает, о чем идет речь и может это выполнить. И следующий шаг – это коррекционная программа. Не общеобразовательная. В случае с этим ребенком это будет коррекционная программа, которая будет соответствовать его актуальному уровню развития академических навыков. Она будет упрощенная. Она не будет общеобразовательная. Ребенку не придется сидеть на уроках и делать то, чего он не понимает. Следующий вопрос, который также часто возникает на консультациях. Мой ребенок чего-то сильно-сильно боится. Что с этим делать? Сейчас расскажу. Например, на этой неделе обратилась семья с ребенком, у которого большой страх врачей. Всех людей в белом халате он не переносит. Он кричит, уползает, брыкается, то есть возникает такое истерическое поведение. Родители спрашивают, что с этим делать. Рассказываю. Сначала мы учим ребенка успокаиваться. Это очень важно. Вы сейчас поймете, почему. Учим ребенка расслабляться. Для этого используем медитативную музыку, расслабляющий массаж, затемненное помещение. Кладем ребенка и говорим: расслабляйся, успокаивайся. Таким образом, на слово «успокаивайся» ребенок научается, что ему нужно делать. Можно глазки закрыть, можно по голове погладить, да, чтобы он успокоился. Сажаем ребенка на стул. Он у нас уже умеет успокаиваться. Затем мы определяем, на каком расстоянии он боится, собственно, докторов. Это 30 метров, это 5 метров, это 25 метров. Ставим фигуру человека в белом халате на этом расстоянии. К примеру, мы определили, что на расстоянии 29 метров ребенок кричит истошно и уползает. На расстоянии 30 метров он спокоен. Значит, мы берем расстояние 29,5 метров, ставим туда фигуру врача. Ребенок начинает нервничать. Фигура врача, к слову, это взрослый человек в белом халате, нереальный врач.
Ребенок начинает у нас нервничать. Мы ему говорим «успокаивайся» и помогаем ему успокоиться. Когда ребенок расслаблен, спокоен, мы мигаем нашему врачу условному, и он пододвигается на 20 сантиметров ближе. Ребенок начинает снова нервничать, беспокоиться. Мы говорим окей, все хорошо, я с тобой, успокаивайся. И он успокаивается. Таким образом, мы шаг за шагом по 15 сантиметров, не быстрее, приближаем фигуру доктора до того момента, пока он не станет напротив ребенка. Это может занять неделю, такое продвижение. У другого ребенка это может занять несколько часов занятий. Зависит от динамики ребенка. Третий вопрос. Мой ребенок очень переживает, когда я ухожу из дома. Он кричит, вцепляется в меня руками и ногами и не отпускает. Очень сильно тревожится. Что в этом случае я рекомендую? Пожалуйста, введите визуальное расписание. Визуальное расписание – это картинки, которые показывают ребенку, что зачем сегодня следует. Это дает ребенку структуру. Он успокаивается, он знает, что зачем сегодня произойдет. Для него ваш уход не будет внезапностью. Вы с утра покажете: сегодня у нас завтрак, прогулка, потом мы смотрим телевизор, потом мама уходит на работу, ты с бабушкой играешь, собираешь пазлы, к примеру, а затем мама возвращается, мы чистим зубки, ужинаем и ложимся спать. И когда ребенок будет нервничать, бабушка подведет его к расписанию и покажет поэтапно, что зачем следует. Таким образом, тревога ребенка будет значительно снижена. Подробнее о том, как вводить визуальное расписание, я говорю в видео под названием «Спокойствие аутичного ребенка номер 1». Я надеюсь, что данное видео было для вас полезно. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, тогда вы будете в курсе новых выпусков. Всего вам доброго, до свидания.